Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. С такой нежностью эти двое смотрят друг на друга. Девятое место. Это не просто бедра Чангука, это личный трон Тэхёна. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Чангук обнял девушку», и тут все началось. Люди до сих пор не могут простить Чангуку этого и называют его предателем Тэхёна. Полный разбор. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Когда вы в своем мирке, и пусть остальной мир подождет. Седьмое место. Революция DNA. Шестое место. Поведение пары. Ничего милее вы сегодня не увидите. Он тут точно как котенок. Тэхён, Чангук никуда не уходит. Пятое место. Они определенно были сильно влюблены друг в друга в эту эпоху. Посмотрите на эти взгляды, на это поведение. Четвертое место. Забота.
Чангук и его мини-забота о Тэхёне. Третье место. Новости. Безупречный, живой и неподдельный вокал Тэхёна был отмечен в Самататане, Voice Without Autotune, португальским музыкальным аккаунтом, который продвигает девиз «Настоящий голос». Настоящий талант и только артисты без эффектов. Мы публикуем только тех исполнителей, которые поют без эффектов и автотюна. Ким Тэхён. Ким Тэхён – обладатель одного из самых узнаваемых и выразительных голосов в группе. Его глубокие, бархатные и наполненные эмоциями ноты выделяют его в мире кей-поп, придавая песням особую глубину. Помимо того, что он сияет в хитах BTS, Тэхён также развивает сольную карьеру, исследуя более интимный и утонченный стиль, в котором соединяются джаз, R&B и альтернативный поп. Благодаря харизме на сцене и своей подлинности он стал одним из самых любимых артистов как в Корее, так и во всем мире, являясь ориентиром и в музыке, и в моде. Интересный факт. Песня Sweet Night, написанная и спродюсированная Тэхёном для дорамы Itaewon Class, заняла первое место в iTunes более чем в 100 странах, историческое достижение для сольного кей-поп-исполнителя. Тэхён – наша гордость и бесконечная любовь. Слишком горячо. Тэхён попал в новости ДЖБ за то, что порекомендовал бургер Mama's Touch. Позже Ви вернулся домой и выложил в соцсети фото в футболке Тайлера, написав, что собирается вечером поесть Mama's Touch. Вау, это огромный рекламный эффект без каких-либо затрат. Эффект Тэхёна. Заряжаемся энергией на день. Vogue Корея в Твиттере, как Тэхён, Намджун и Хасок наслаждались концертом Тайлер, The Creator. Прошлые выходные прошли шумно и в Ulsan Kintex, и в Instagram, ведь там состоялся концерт Тайлер, The Creator в Корее. На выступлении были замечены и Тэхён, Намджун и Хасок, которые поделились подтверждающими фото. А значит, нельзя упустить их концертные образы. Отличная возможность вдохновиться сочетанием комфорта и стиля. С первого взгляда наряды кажутся простыми, но если присмотреться, в них кроется множество интересных деталей. Концертные луки BTS – ловите идеи прямо сейчас. Начнем с обуви. Для концертного образа это ключевой элемент. Долгое ожидание, толпа зрителей, часы, проведенные на ногах, и танцы без остановки – все это выдержит только удобная обувь. Неудивительно, что участники выбрали кроссовки. Их выбор ясно говорит, они пришли насладиться концертом по полной. Тэхён выбрал джинсы в гранж-стиле, с эффектом потертостей и пятнами. Чтобы уравновесить образ, он надел простую коричневую футболку по фигуре. В качестве акцента использовал платок на талии, деталь, которую он полюбил еще со времен показа Celine.
В зрительном зале был замечен еще один знакомый – Джеймс, единственный совершеннолетний участник группы Кортис. Мартин выбрал майку без рукавов и концертный мерч-футболку. Кстати, Тэхён тоже получил такую в подарок. У кого еще много общего с Биасом? Эндрю Уотт и Росс Галан затронули тему Севен Чангука в недавнем эпизоде. История сольных проектов BTS, по сути, начинается с того, что Чангук стал делать свое вне группы, понимаешь. Вопрос: отличается ли для тебя успех в кей-поп от любого другого жанра? Ответ: я не думаю о музыке в таких рамках. Я не изучаю тренды или то, что сейчас популярно. Я просто создаю музыку, от которой сам получаю удовольствие. В разговоре продюсера снова и снова упоминают Чангука. Молодой человек, а не хотите ли вы выйти в прямой эфир? И да, мы зависимы. Ким Тэхён – гений и двигатель прогресса. Сюда еще можно добавить и первый спонтанный эфир без стаффа. По предложению Тэхёна, Вэвос теперь предоставляет возможность провести совместный прямой эфир для нескольких групп. Первый эфир состоялся между КЦЕ и LE SSERAFIM. И другие функции, предложенные им: функция загрузки видео, функция изменения изображения профиля, совместный прямой эфир в пределах одной группы. Экстравертный тигренок и интровертный кролик. А что, если вся эта тема с короной и королем – это спойлеры? Песни о том, как они осознали, что корона, возложенная на их головы людьми, вовсе не украшение, а напротив является тяжелым бременем, которое им приходится нести, об этом говорил нам Джун в недавнем эфире. Хотя все, чего они хотели, это создавать музыку, выходящую за пределы языковых границ. Это романтика между ними. Как изменились участники в дебют и сейчас? Стиль парней кардинально менялся, каждый камбэк привносил что-то свое. Вспомнить только прически Намджуна в начале карьеры, необычные и иногда даже странные. Зато каким стильным лидер стал сейчас. У него огромное количество шикарных образов, отпечатавшихся в памяти. Джин изначально придерживался образа хорошего парня, был застенчив, скромен, а сейчас мы не можем представить всемирного красавчика без фирменного воздушного поцелуя, дедовских шуточек и потрясающего заразительного смеха. И выглядит он соответственно своему званию. Андеграундный рэпер, которому плевать на все и всех,
Конечно, это был только образ, на самом деле он очень ранимый. Превратился в милого, заботливого юнги, который не боится пробовать что-то новое. Изменения в стиле также не обошли его стороной. Главный модник всея – Хасок. Каждый выход Хасока в свет – мини-показ мод. На этом человеке даже самый странный аксессуар смотрится шикарно. Кепки, майки и пресс – ассоциации с дебютным Чимином. Несмотря на горячий образ на сцене, парень был далеко не уверен в себе. Но он смог найти себя, свой стиль и манеру поведения. Тэхён – наш шикарный аристократ, даже когда он ведет себя забавно. Повзрослев, поведение Тэхёна изменилось, но свою индивидуальность он не потерял. Уверен, Тэхён всегда умудряется привнести свою изюминку в образ. Наш золотой Чангук из милого, неловко улыбающегося ребенка вырос в шикарного мужчину, забившего руку татуировками, сделавшего не один пирсинг, превратившегося в шкаф. Очень красивый, следует отметить. Его мешковатая одежда, худи, одинаковые футболки ассоциируются у меня с комфортом и очень ему подходят. Парни изменились не только внешне, музыка также преобразилась. Творчество участников очень разнообразно, можно найти песню на любой вкус, и они до сих пор продолжают музыкально экспериментировать. Но не изменилось то, что музыка парней до сих пор несет огромный смысл и является мотиватором для многих людей. Участники через многое прошли, изменения внутренние, внешние, творческие. Надеюсь, они наконец-то определились с тем, кто они есть, нашли свое комфортное состояние и сейчас уверены в себе и в том, что они делают. Давайте поддерживать ребят и любить их такими, какие они есть. Этот вайб Чангука. Даже среди тысячи людей Тэхён излучает вайб главного героя. Этот образ Тэхёна. Все мы немного Тэхён. Чангук и его закуски против всего мира. Португальский музыкальный аккаунт «Голос без автотюна», отмечающий в своем аккаунте талантливых артистов, следуя девизу «Настоящий голос».
Настоящий талант. Чангук – самый молодой участник группы, но уже зарекомендовал себя как один из самых разносторонних артистов своего поколения. Известный как «Золотой Макне», он поет, танцует, сочиняет и продюсирует, демонстрируя впечатляющую универсальность. Его выразительный и эмоциональный голос звучит как в песнях группы, так и в сольных работах. В 2023 году Чангук официально начал сольную карьеру с сингла «Seven», который быстро возглавил мировые чарты, закрепив его статус мировой звезды вне BTS. Кроме того, он уже покорил фанатов такими песнями, как «Euphoria» и «Still With You», показывая умение переходить между попом, R&B и трогательными балладами. Интересный факт. Чангук почти отказался от музыкальной карьеры в начале, но в итоге выбрал Big Hit, ныне Hype, из-за доверия, которое почувствовал к Намджуну, решение, которое изменило его жизнь и историю поп-музыки. Чангук – миллиардер, ремонтирующий сценическое освещение. На одном фото две эпохи. Маленький Тэхён с беззаботной улыбкой, еще тогда, когда его мечта только начинала расправлять крылья. И рядом Тэхён сегодняшний, взрослый, уверенный, сильный, но все такой же светлый и особенный. Эта встреча мальчика и мужчины словно напоминание: время не стирает сущность. Оно лишь добавляет мудрости, опыта и блеска в глаза. В каждом из них живет одно и то же сердце, искреннее, доброе, умеющее любить и вдохновлять. Мальчик мечтал стать частью музыки. Мужчина стал музыкой сам. И глядя на них двоих вместе, понимаешь, чудеса случаются. Нужно только верить и идти вперед, даже если дорога кажется слишком длинной. Румянец на щечках. Перевод текста с фото с девушкой. Эта женщина стала еще более пугающей, потому что примерно в 2024 году она изо всех сил пыталась запустить слухи о романе с Чангуком. Она даже дошла до того, что делала прямой эфир в TikTok под песню GK7 и говорила своей собаке: «Это песня твоего папы». В последнее время снова появляются попытки связать имена наших мальчиков с людьми, которые явно используют их популярность. Пример – женщина, которая пыталась всеми силами запустить слух о романе с Чангуком. Она устраивала тикток-эфиры под его песню «Seven» и даже говорила своей собаке: «Это песня твоего папы». Более того, она демонстративно носила вещи бренда, связанного с братом Чангука. Все это выглядело как намеренная попытка вызвать сплетни. Но мы хорошо знаем, подобные истории – не что иное, как манипуляции. Раньше то же самое переживал Тэхён, его превращали в мишень слухов и боли. Он сам говорил нам: «Предложение Инстаграм жуткое, это ваша собака, не моя». А теперь все повторяется с Чангуком. Это нельзя оставлять без внимания. Тэхён и Чангук – не куклы для чужих игр, а люди, у которых есть чувства. Каждый раз, когда кто-то пытается использовать их имена ради хайпа, это приносит им только боль. Фанаты всегда знал правду. Наша поддержка и любовь сильнее любых слухов и грязных намеков. Тэйкук – это свет, талант и искренность, а не игрушка для чужих манипуляций.
Порой из Чангука так и вырывается бич-сущность. Чангук прокладывает свой путь. Еще 5 лет назад Чангук вынужден был скрывать татуировки. От истории предрассудков, которые не позволяли ему демонстрировать свои тату, до возможности использовать их в качестве мотивов для концепции своего первого сольного альбома, прошло 5 лет. Чангук не только прокладывает путь для тату-культуры, но и использует татуировки как способ самовыражения, меняя их восприятие в консервативном обществе. «Малыш, все в порядке, мы сами все еще не верим». Иногда я ловлю себя на том, что завидую тому, как устроено мышление Тэхёна. Он умеет находить красоту там, где другие могут ее даже не заметить, в оттенках, в небе, в мимолетных мгновениях. Его быстрые и стратегические решения, которые я не раз видела в его выборе и творческих проектах, поражают. Он не просто мечтает, он видит цель и идет к ней до конца, с ясностью и невероятной страстью. И при этом удивительным образом сохраняет мягкость, создает и с силой, и с нежностью, и с осмысленностью, и с ощущением чуда. Это не просто талант. Это редкий дар – превращать воображение во что-то вечное, в искусство, в тепло, в присутствие. Второе место. Это так интимно. Я покраснел, пока смотрел это видео. Вы чувствуете этот уют и комфорт между ними. Первое место. Вы также безумно скучаете по таким видео с концертов? Тэхён потянул его к себе, а Чангук повернулся и положил руку. Это напоминает момент, когда Тэхён подошел к Чангуку, а тот взял и поднял его. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.